Матери показалось странным каждый день находить свежую розу на могиле своего сына. Когда она установила камеру, чтобы выяснить, кто навещает его, она была потрясена. В один солнечный субботний день Татьяна и ее сын Алексей решили устроить пикник. Они собрали бутерброды, фрукты, напитки и нашли уютное местечко в парке. Пока они ели, мальчик завел разговор о своем увлечении — писательстве. Он сказал, что работает над новым рассказом. Мать, всегда интересовавшаяся жизнью своего сына, с любопытством спросила, о чем будет история. Алексей оживленно начал рассказывать, а Татьяна слушала с замиранием сердца, пораженная фантазией своего сына. Когда он закончил, она гордо улыбнулась и сказала: «Сынок, ты потрясающий писатель. Как тебе удается создавать целые миры только с помощью слов?» Он в ответ тоже улыбнулся. «Спасибо, мама. Я не знаю, смог бы писать без твоей поддержки. Ты — мой самый верный читатель». Их разговор продолжался, а пикник наполнялся смехом и планами на будущее. Татьяна была сильной и независимой женщиной. После того, как ее муж Дмитрий умер от сердечного приступа, ей пришлось одной воспитывать сына. Дмитрий был успешным предпринимателем, и семья жила в достатке, но для Татьяны это никогда не было главным. Ее целью было вырастить доброго и порядочного сына. Алексей был умным и отзывчивым юношей, которому только исполнилось 18 лет. Он готовился поступить в университет. Татьяна гордилась им и их близкими, почти дружескими отношениями. Они делились друг с другом всем. Однажды, сидя в гостиной за чаем, Алексей вдруг спросил: «Мама, почему ты больше не выходила замуж?» Татьяна вздохнула. «Потому что я уже встретила любовь всей своей жизни. Твой отец был для меня всем, и я не смогла бы найти кого-то похожего на него». Алексей печально улыбнулся и кивнул. Он тоже скучал по отцу, но хотел, чтобы мать снова была счастлива. Тем не менее, Татьяна старалась не поддаваться унынию. Вместе с сыном они наслаждались жизнью, путешествовали, отдыхали. Дома же вместе готовили, смотрели старые фильмы и мечтали о будущем. Но женщина не знала, какую боль уготовила ей судьба. Алексей поступил в университет в другом городе. Он навещал мать каждые выходные. Дорога занимала всего 2 часа. В то роковое воскресенье после традиционного совместного пикника он поехал обратно в общежитие. Однако на трассе его машина столкнулась с автомобилем пьяного водителя, выехавшего на встречную полосу. Удар был страшным, и Алексея выбросило из салона. Когда Татьяна узнала об аварии, ее мир рухнул. Она бросилась в больницу и застала сына в критическом состоянии, подключенного к аппаратам жизнеобеспечения. Она молилась, ночевала у палаты, практически не ела, надеясь на чудо. Она не могла представить жизнь без него и винила себя. Может, надо было поехать с ним или уговорить остаться на ночь. Но чуда не произошло. Через 2 недели Алексей умер. Крик матери, узнавшей о смерти сына, был настолько пронзительным, что по коридору сбежались врачи. Казалось, ее сердце разорвалось на части. Она не могла дышать, не могла двигаться. После похорон Татьяна стала ежедневно ходить на кладбище. Она сидела у могилы и говорила с сыном, как будто он все еще был рядом. Эти разговоры помогали ей выжить. Она рассказывала ему о своем дне, вспоминала их путешествия, его рассказы, их шутки, и всегда плакала. Ее слезы орошали землю, словно дождь. Но однажды она заметила нечто странное. На могиле лежала свежая роза. Никого не было рядом. Она подумала, что, возможно, это знак сочувствия от кого-то, кто знал Алексея. Но с тех пор роза стала появляться каждый день. Когда другие цветы увядали, роза всегда была свежей, как будто только что срезана. Татьяна терялась в догадках.
Она стала приходить на кладбище в разное время, но никого не видела. Она обратилась к администрации, но охрана ничего не знала. Камер в этом участке не было. Тогда женщина купила скрытую камеру и установила ее рядом с могилой. На следующее утро она бросилась к компьютеру, чтобы просмотреть запись. Ее сердце застучало, когда на экране появилась женщина, около 40 лет. Она подошла к могиле, положила розу, опустилась на колени и заплакала. Изображение было размытым, лицо неразборчивым. Татьяна не могла понять, кто это. Ее охватили тревога, любопытство и странная надежда. Она начала приходить на кладбище каждый день в надежде увидеть женщину лично. Наконец, однажды вечером она заметила знакомую фигуру. Женщина подошла к могиле, положила розу и заплакала. Татьяна вышла из тени и подошла ближе. Женщина обернулась, и их взгляды встретились. Незнакомка побледнела, явно испугавшись. Но спустя мгновение она заговорила. «Я биологическая мать Алексея». Татьяна замерла. Теперь она вспомнила, откуда знала это лицо. Это была та самая девушка, которая когда-то много лет назад отдала ей ребенка, когда Татьяна и Дмитрий поняли, что не могут иметь детей, она страдала от бесплодия. После множества неудачных попыток знакомый мужа рассказал о молодой девушке Анне, молодой студентке, оказавшейся в трудной ситуации. Анна хотела отдать ребенка тем, кто сможет его вырастить. Через юриста оформили все бумаги, и мальчика забрали. Ему дали имя Алексей. Он никогда не знал правды. Татьяна была ошеломлена. «Как ты узнала о нас?» — спросила она. Анна ответила. «Несколько месяцев назад Алексей сам нашел меня. Мы случайно столкнулись в книжном магазине. Он подошел, сказал, что узнал о том, что усыновлен. Мы разговаривали. Он не злился. Он хотел понять. Я только хотела извиниться. Когда он погиб, я не смогла не приходить сюда. Это все, что у меня осталось». Татьяна опустила глаза. «Он ничего мне не сказал. Он понял, что не похож ни на кого в семье, и сделал выводы сам?» Анна кивнула. Между женщинами повисла тишина, но вместо гнева Татьяна почувствовала странное тепло. Да, она была потрясена, но перед ней стояла мать, потерявшая сына, такая же, как она. Татьяна подошла и обняла Анну. «Мы обе матери, мы обе потеряли самое дорогое. Если ты захочешь поговорить, поплакать или просто побыть с кем-то, я рядом». Эти слова стали началом новой связи. Время шло. Боль не исчезла, но две женщины начали исцеляться. Они стали чаще встречаться, делились воспоминаниями об Алексее. В этом горе они обрели понимание, сочувствие и даже дружбу. Они знали, что ничто не сможет вернуть Алексея, но его память объединила двух женщин и подарила им утешение. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.